Народ, всем привет. Продолжаем бегать по окрестностям Брайт Фоллс. И интернет мне подсказал, всемогущий интернет, что оказывается вот он, пароль, только его не видно ни хрена, блядь. Что там? Что там? Двадцать пять 47. Угу. 25:47. Отчет об экспериментах. Так. Доктор Мермонт и доктор Мермонт. Высылая обещанный отчет о первом этапе серии экспериментов. В качестве инвентаря мы использовали пластмассовые фигурки животных, плюшевых медвежат, игрушечные мешки кукол пупсов. Согласно гипотезе, архетипическая природа этих объектов должна была содействовать достижению наших целей. Результат эксперимента отрицательный. Я продолжу серию экспериментов, используя более сложные объекты и сценарии. Ответа на письмо не требуется. Доктор Юджин Кэмпбелл, доктор наук, ведущий научный сотрудник отдела промышленных исследований. Проект «Детские стишки». Получил ваш положительный отзыв на мое предложение, спасибо. Думаю, не стоит и напоминать, что мой академический и личный интерес к мифологии, фольклору и литературе придает вас проекту. Я идеально подхожу на роль его главы и организатора экспериментов. Доктор Юджин Кэмпбелл, доктор наук, ведущий научный сотрудник, отдел паровымышленных исследований. Да. Короче, идем далее. Пойдем, наверное, по сюжету. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Может мне как-то обойти ее? Я не хочу к ней идти. Нахрен нам не нужно патроны тратить на нее еще. Где выход? Что это за фигня? Вот он. А смотри, она больше не орет, куда она делась. Так. Мы сейчас, значит, быстро вот так вот вынем. Еще быстро посейвимся тут. А мы еще можем вот сюда сходить, смотри-ка, чё. Ну давайте еще сюда сходим тогда. Прикольно, конечно, что в предыдущей серии, получается, узнали чуть-чуть про контрол, что они сюда приезжали. Но это и так было из контрола, понятно, из DLC к контролу, что
Алан Уэйк там пытается с нами связаться. Пули непробиваемые игрушки. Another one of those lunch boxes. По воде пробежала рябь. Лунный свет заплясал на волнах, словно мерцающий оркестрик, шагающий по поверхности озера. Я поежилась от холода и одиночества и тяжело вздохнула, вспоминала о нем. Потом вода замерзла, и передо мной возник его призрачный образ. В озере отразилась его улыбка. Я подняла взор, не смея поверить своему счастью. Но он действительно стоял передо мной. Любовь моя, мой спаситель, мой писатель. Да направо. Ну, блядь. Ну зачем? Аж целых 2. Ни хрена у него на спине эта штука. Чё ты? Куда там, блядь? Он смотри, опять эту штуку. Да, блядь, я застрял опять в какой-то хуйне. Ну и, блядь. Да, блядь, ну я увернулся, ну что за лажа ты? Вот и сейчас что? Почему? Такая срань. Отлично, блядь. Слил патроны и здоровье. Так, а большая докуда? Ну, она полностью хиляет. Погнали. Это здесь же, даже, да ведь? Вот, я как бы сюда, да? Это пока что вроде единственное место, где мы не были. НЛО для чайников. Полное руководство по наблюдению за неопознанными летающими объектами. Запишу на случай, если повторится
И память снова подведет меня. Меня снова посетило это чувство. Накатило в 1:45 ночи. Я только уговорил бутылочку Ахма на кольце трейлера. Я забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за чувством. На небе было полно звезд, а вот луна не удосужилась показаться. Как и ожидалось, чувство вело меня мимо Брайт Фоллс к озеру Колдрон. Я пытался найти верное место, верную эмоцию, мысль сочетания этого всего, чтобы случилось то самое. Трясся от мысли, что оно может случиться, а оно все не происходило, той ночью не происходило. Это раздражало, но и успокаивало одновременно. Я смотрел на небо в поисках форм объектов, безрезультатно. Но потом я дважды моргнул и заметил стремительно тающее очертание восьмигранника. Я собрался было уезжать, но тут почуял, что кто-то следит за мной. Кто-то был рядом, но не рядом. Он, точно он. Интересно, он знает, что я иду по его следу? Я не зря приехал в Брайт Фоллс. Любишь вязаные вещи, героини? Я попросил их сделать специально для тебя. О, спасибо. Так, и это мы куда выйдем? Угу. Это мы выйдем как раз обратно. А тут? А тут тупик. Да? Да, и в этом тупике ни хрена нету. Угу. Ходит там вот это вот. Давай, иди сюда. Сколько им в башку-то надо всаживать? Ну там мы были. Вот это еще единственное место, которое мы не посмотрели. А, еще можно в домики в эти сходить. Угу. Не отвечаю. Так, а как нам в эти домики-то попасть? Что такое? Походу зря они там чинили, да, эти двое. Опять еноты, да? Хотите сказать? Нет, никто. Это мы тоже читали. Warning. Activity detected. AWE.
Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Забраться я туда не могу, видимо, да? Тут в него что, стрельнуть нельзя? Чтобы она опустилась? Видимо, нет. Ну, ладно. Чинили бы хоть лесенки, что ли. Так, я опять кое-что забыл. Сколько вот я уже записывал? Хуй его знает, да? Пойдем мы сейчас ходим в этих дома, попробуем. Хотя от них, наверное, надо тоже ключ какой-то. И поедем. Так, да, это тут все читали. Ну что, туда от него хоть? Мимо прошел. А то есть мне никак не подняться туда, да? А ну да, тут же ключ нужен Can't был. open this with my bare hands. Ну да, зря бежал. Все, поехали. You ready to go? Да, да, готов. Погнали. Блять, я думал, ты поведешь, если с этой стороны стоишь. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried.
It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Вообще-то Just tell her I love her. убийца-садовник. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Thank you. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band, the old gods of Asgard, is here. Take it away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Блять, ну серьезно? Срань. Блять. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Блять, ну такое все пропустили. Нет, я хочу посмотреть по новой. Я хочу нормально.
show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Oh! А вот это As шоу. usual, our house band, the old gods of Asgard, is here. Take it away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? А вот это шоу, это сейчас происходит? Время, смотрите, кстати, опять. Сколько? Или это из DLC к первой части там I было? felt a strange pull toward the TV. Блин, ну заебись, спасибо за такие, блядь, субтитры, нахуй. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Съявить просто субтитры, блядь, на пол экрана. Man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Блядь, ну вот вы серьезно, нахуй. Посмотрели нормально, по новой, нахрен. Are you okay there, my Понятно. friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very А был же злой See, двойник, да? Initiation tells the story of a fictional writer В одном из named DLC Alan же, Wake, да, вроде? who is trapped in a nightmare, desperately trying to Ну, find типа the его темную manuscript of a сущность. novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? But seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Note that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I
I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Half expecting to disappear once this scene ends. Ну да. Hello? Круто было бы, если бы еще... I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. Субтитры не To ломались. Alice. Что все мигает. Что у вас тут есть? What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Это писал злой двойник, типа, который вырвался из него. Его темная сущность, да, насколько я помню. Это типа DLC было к первой части. Конечно же. О, старые боги Асгарда. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. Тогда. Ничего, у вас тут даже ничего нету. Это ребята из первой части. Даже в интернете можно найти их целый альбом. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. Так, сделаем обратно субтитры побольше. None of it felt right. Was I losing my mind? Моя интерпретация множества миров. Доктор Каспер Дарлинг. А был же в первой части какой-то ученый, не ученый, это доктор. У него своя психологическая клиника была, в которую нас потом запихнули. Угу. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Угу. Таблетки какие-то. Ну, я ничего не вижу. А, может 665? 665? Да. Телевизор. Выход.
There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Ну явно нам не дадут сейчас туда выйти. Погнали туда. There was something in the studio with me. I had to get out. Нагнетают, нагнетают. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Спасибо опять за сломанные субтитры. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Кошмар наяву. Во время ток-шоу меня не отпускало ощущение, будто я дома, в Нью-Йорке, но это была лишь игра моего воображения. Я застрял в темной обители, пугающем мире за пределами нашей реальности. Убежищем мне служила комната писателя. Моя рукопись влияла на мир за пределами этого помещения. Я писал роман «Инициация», с помощью которого надеялся выбраться из темной обители. В поисках способа бежать отсюда я вписал себя в собственный роман и искал выход вновь и вновь. Но все мои попытки были тщетны. Темная обитель не желала меня отпускать. Да, это вот одно из DLC было где-то там, блядь, 3 или 4 раза по новой, блядь, игру проходишь. Каждый раз, ну, чуть-чуть по-другому, а потом это, короче, это все по новой, блядь, он переписывал якобы, чтобы выбраться. Все, что говорил Дор, оказалось правдой. Это вышло из-под контроля моего пера, или мне кто-то помог. Темная обитель, ловушка, нужно писать, чтобы выбраться. Почти. Берегись Скретча, Элис. Окей. Так полагаю, ничего пока посмотреть нельзя, потому что он даже в розетку не включен, бля. А нет, включен. Или не включен? Не видно. Я не вижу, по крайней мере. I couldn't leave. This wasn't the way out. Ну да.
I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Мы снова это делаем, да? Хаудим там есть. Сейчас будет снова сломанные субтитры. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Угу. Мы снова здесь. И у вас снова тут ничего нет. Но у меня есть жизнь, и вот что мне не очень сильно нравится. Но при этом у меня ничего нет в инвентаре. Мы уже пробовали все. Вообще надо уже закрыть. 665 по-прежнему.
Тут тоже все без изменений. А. Так. В каком порядке они загорелись? 5, 6, 5. Ой, умный. Во. На этот раз телевизора нет. Он не включен. Там столовка. Пожрать кое упустили. Опа-на. Hello? Не надо hello тут делать, ты чё? Он ведь придет. Походу сейчас придется мансить. Он где-то там, в той комнате. Блять, помыли. Не поскользнуться бы. Ну он вот там, вот в той комнате. Угу. Пробуем. О! Ты чё? Это какими судьбами тут? Ah, Lorraine, there you are, Tom. Это из Not контрола. so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Да Good ведь? to see Или you. нет? Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Что в подвале? Извини, мы виделись раньше. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it.
Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Ну давай быстро глянем, что там в этом подвале вашем. Что, и будем уже заканчивать серию. Что за фигня? Вот и подвал. О. Так это наши... Тут это? Так. Угу. Опять это здесь. Что это? Что? Его со второго этажа слышно? Что за прикол? An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Oh. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Прикладывайте путь вперед, перемещая свет лампы ангелом. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. О, мы типа так перемещаемся. А, мы типа вот туда I felt another surge from the lamp. I could use it again. Угу. Прикольно. Или нет, ну еще где-то в другой.
А нет, смотри, мы там. Теперь. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. А, мы должны сюда пройти. А, я понял. Прикольно. Да ладно, мы могли и так выйти. Так, подожди, а что если я сейчас... Что за нахрен? А, смотри, все, теперь тут нету. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am
circling back just to fall into this trap. This